Главная героиня Каната отправляется новобранцем в армию для того, чтобы научиться играть на трубе. Это лучшая метафора всего сериала в целом. С вами Кардера, это никому не нужный обзор на аниме. Звуки небес, они же Сорановото. Это сериал 2010 года, который за глаза называют не иначе как Кейон про войну, и с этим сложно не согласиться. По дизайну персонажей сразу заметен почерк гениев из студии Кьюани, который... Оу, это не Кьюани? А не Плекс? Кто это такие? Как я уже говорил ранее, Каната, стереотипично наивная оптимистка, прибывает новобранцем в город Сейз, который находится буквально в самой заднице мира, и чья, забытая как богом, так и командованием боевая часть, состоит из 5 человек, включая ее. Стереотипичная Цундера, стереотипичная Кудера, стереотипичная Бойбаба и стереотипичная старшая сестра. Как и подобает настоящей раздолбайке, Каната вместо того, чтобы прибыть в часть, отправляется в город, что... просто так, к слову, является дезертирством, но тут и так насрать на устав, так что... да. В городе тем временем вовсю празднуется фестиваль обливаний, в котором, как ни странно, горожане обливают друг друга подкрашенной водой, которая, слишком прямолинейно похожа на кровь. Учитывая военную тематику этого аниме, я был готов к тому, что к концу первой серии все жители погибнут при неожиданной вражеской атаке, но я возлагаю слишком много надежд на этих сценаристов. Параллельно этому рассказывается легенда об огненных девах, в честь которых празднуется фестиваль, и она подана настолько трагично, что мне хватает только какой-нибудь печальной французской песни, чтобы окончательно... Они серьезно? Несмотря на излишнюю трагичность, эта легенда весьма интересна и аутентично подана, конечно, пока авторы сами не начинают проводить очевидные параллели. Эти огненные девы, этот огромный паук, этот золотой горн, этот обезглавленный Погоди, что? Как мы видим, Кана тем временем продолжает выполнять свою главную функцию, рискует своей жизнью ради сюжетно важного предмета и оказывается в сюжетно важных местах, потому что сюжет. Тем временем сценаристы, уже просравшие одну идеальную возможность сделать этот сериал 10 из 10, решают, что они перестарались с экспозицией в первом эпизоде, так что самое время выкрутить Кейон на 120! Несмотря на происходящую милоту, сериал изо всех сил старается показать свой мир зрителю, и поверьте, у него есть что показать. Кажущийся сначала альтернативной вселенной, этот мир внезапно оказывается постапокалиптической Японией, настолько постапокалиптической, что прогресс отбросил где-то в начало 20 века, никто не знает японского и все для общения используют французский, а от так называемого потерянного поколения людям остались лишь жукоподобные танки. Что? Кстати, помните, я сказал, что город Сейз находится буквально в самой заднице мира? Это правда, потому что дальше Сейза только так называемая ничейная земля, безжизненная пустыня, из-под которой виднеется лишь крыша небоскребов. И если вы, как и я, подумали про себя, что же, твою мать, произошло с этим миром, то мне жаль. Мне очень жаль. Нет, серьезно, лучше присядь. Может, ты хочешь пить? Сейчас я принесу, а ты пока смотри, как милые девочки идут в поход. Ты слышал, что римляне украинец? Неважно, ты лучше посмотри, как мило Рио пытается ухаживать за больной Каной. Мир потихоньку умирает, зачем так мрачно? Лучше посмотри, как Кана ждет важного звонка из штаба и не может из-за этого пойти в туалет. Но разве она не милашка? Высшей точкой всего сериала по праву является 7,5 серия, в которой Фелиция поет всех чаем с яблочным бренди, они устраивают войнушку на водяных пистолетах со сверхдраматичными смертями, и после чего они просто бухают и занимаются... А ведь я надеялся, что этот сериал будет хотя бы наполовину провокационным и вызывающим, как его опенинг. Эй, не смотри на меня так. Кстати, об опенинге. Он весьма неплох, как и вся музыка в этом аниме, ведь это аниме про музыку. Даже если героиня занимается музыкой где-то 10% от экранного времени. Эта музыка задает действительно хорошую атмосферу медленно умирающего мира. Например, прилив акустической гитары, который очень сильно напоминает Diablo 2. А появляющаяся буквально из ниоткуда труба ласкает слух и придает недостающей домашней теплоты. И да, я как раз собирался поговорить о той самой мелодии, но у нас тревога. Сценаристы внезапно вспомнили, что это аниме про войну. К 10 серии.
из 13. Конечно, сериал и до этого подбрасывал вызывающие темы. Например, 7-й эпизод был почти полностью посвящен тому, как у Фелиции происходит припадок ПТСР после того, как она порезала руку. Охереть! И она вспоминает, как погиб ее отряд, и ей пришлось одной пробираться через захваченный огнем и смертью город на ничейной земле. Вызывающие мрачные сцены, а также темы, которые поднимались в этом эпизоде, уже настроили было меня на долгожданное серьезное дерьмо, но 8-й эпизод сказал нет. И когда я был уже сдался, все завертело. Мирные переговоры с Римской империей под угрозой срыва, и Рио, как внебрачная дочь герцога, отправляется все разгребать. Параллельно этому Канна и Куреха во время патруля обнаруживают разведчика Римской империи и приводят его в штаб, где к ней применяют самые изощренные техники допроса. あなた、とてもいいおっぱいしてるわね。私好みよ。吸ったり揉んだりしてもいいかしら。体中いじり回したりしてもいい？ О, извините, я немного замечтался. Тем не менее, дальнейшие события начинают развиваться настолько стремительно, что ты думаешь про себя: вот бы на 5 эпизодов раньше. Тут у нас и демоны Ноэль, эмоциональные срывы, захват заложников, эпичный побег, символичный пересказ легенды о горящих девах все с той же песней на французском, отчаянная попытка остановить войну, и все это заканчивается... Еще один подарок потерянного поколения, музыкальное произведение, которое лейтмотивом прошло через весь сюжет и символ мира между народами сериала. О, благодать, и вся эта сцена – один из самых запоминающихся моментов в истории аниме. По крайней мере, как настоящая песня в аниме про войну, она работает намного лучше, чем... это... Честно говоря, последние 2 серии действительно сделали этот сериал для меня. Я был готов просить абсолютно все 8 серий раскрытия стереотипичных персонажей только ради этих моментов с паникующей Ноэль. Я действительно плохой человек. Подводя итоги, что можно сказать про Сорановото? Это неплохой сериал, который оказался пленником своих амбиций, правда в ином ключе. Там, где многие сериалы-пустышки, используя расчлененку и протянутый за уши саспенс, пытаются показать себя невически серьезными, звуки небес наоборот застревают в жанре, милые девочки делают милые вещи, не сумев полностью раскрыть заложенный в него потенциал. Это особенно заметно в дополнительном 13-м эпизоде, где Рио буквально за пару минут рассказывает, что кроме Гельвеции и Римской империи есть как минимум 3 крупные державы, готовые к войне за территорию. Пустыня медленно, но верно покрывает землю, и возможно где-то существует место, где возродилась давно утерянная морская жизнь. У сериала есть своя доля захватывающих, трогательных и напряженных моментов, которые поддерживают интерес зрителя, но крайне медленный темп первой половины сюжета может не понравиться особо нетерпеливым, а не самая качественная анимация может отпугнуть всех остальных. Если вам нужно аниме, где милые девочки работают с трубами, вам лучше посмотреть Эйфорию, то есть Хибики Эйфориум от настоящих Кьюани. Если вам по душе милые девочки делают милые вещи с неожиданным сеттингом, то вам больше подойдет школьная жизнь. Для всех остальных «Звуки небес» вполне можно посмотреть в свободный вечер, если у вас нет других планов. Просто не ждите от него откровений, даже если они у него явно есть. Мне одному кажется, эта практика с гранистами на танках абсолютно небезопасной.